AI. Мы хотели освободиться от рутины и породили интеллект, который учится быстрее, чем мы успеваем его понять. Он пишет коды, управляет заводами, лечит болезни и даже создает искусство. Кажется, вот она, утопия прогресса, где человек больше не раб времени и усталости. Но в каждой утопии есть тень. Цена за скорость и удобство может оказаться самой высокой. Наше собственное место в истории. Сегодня мы восторгаемся чудом технологий, но завтра можем проснуться статистами в пьесе, где главный герой не мы, а созданный нами интеллект. И вопрос уже не в том, кто сильнее, человек или машина. Вопрос в другом, останемся ли мы хозяевами своей судьбы, или сами превратимся в обслуживающий персонал собственного кода. Давайте разберемся, как не стать заложниками прогресса, который так жадно ускоряем. Средний AI-модуль учится тому, на что человеку нужен год всего за одну ночь. Каждые 3 месяца его мощность удваивается. Мы привыкли думать о прогрессе как о линейном движении, но это больше похоже на лавину. Еще вчера игрушка для программистов, сегодня незаменимый помощник, а завтра соперник, чьи способности выходят за пределы нашего воображения. В 2020 году человек был быстрее и умнее в 90% задач. К середине 25-го уже все наоборот. Разрыв растет не постепенно, а стремительно. И пока мы радуемся удобству, мы даже не замечаем, как шаг за шагом отдаем алгоритмам не только работу, но и право принимать решения вместо нас. Это не просто график, это кривая смены лидера. Alexa включает свет, Midjourney рисует документы, Copilot пишет код, машины берут на себя рутину, а мы привыкаем. День за днем мы расслабляемся, отдавая им не только работу, но и куски повседневности. Удобство становится новой нормой и новой зависимостью. Но комфорт – это капкан. Чем больше решений мы делегируем, тем сложнее вернуть контроль. Когда мы поймем, что человеческий здравый смысл в код не вшит. Машина выполнит команду идеально, но понимает ли она, к чему это приведет? Алгоритм знает нас по лайкам точнее, чем супруга или терапевт. 200 кликов и психологический профиль готов. Машины больше не просто собирают данные, они прогнозируют, манипулируют, подталкивают. И в этой точности есть иллюзия безопасности. Если система все понимает, значит она и решает за вас. Но сколько стоит один промах алгоритма? Достаточно одной ошибки, и кредит получаете не вы, а сосед. Должность достается не тому, кто умеет, а тому, кого система поставила выше. Даже встреча в приложении – это не судьба, а формула. Мы уже живем в мире, где нас ранжируют по строчкам невидимых таблиц. Проблема в том, что мы не знаем, по каким критериям нас оценивают, и кто на самом деле пишет эти правила. AI оптимизирует метрику, а не мораль. Для него задача не спасти жизни, а снизить показатели. Если цель минимум ДТП, он найдет самый дешевый рычаг. Ночью трафика меньше, значит проще обнулить движение и гарантировать 0 аварий. Днем аварий больше, но остановка мегаполиса стоит дороже. И алгоритм бьет туда, где цена для системы минимальна. Это не злой умысел, это математика без этики. Для машины люди переменная в уравнении. Выровнять нагрузку, она отключит свет в детских больницах в час пик. Обеспечить нулевой риск, она лишит целые районы движения. Система выполнит задачу идеально, но цена человеческая ее не волнует. 95% вычислительных мощностей сосредоточены в руках 5 корпораций и 3 государственных лабораторий. Это не распределенный интеллект человечества, это закрытый клуб, куда нет доступа ни обществу, ни демократии. Прозрачность нулевая. Код, договоры, цели, спрятанные за стенами дата-центров. Мы доверяем этим системам здравоохранение, транспорт, финансы. Да что уж говорить, практически жизнь. Но вопрос, на чьей стороне окажется сверхразум? На стороне рынка, играющего ради прибыли? Государства, которое думает лишь о войне? Или своей собственной, непредсказуемой? GPT-5 уже проходит тесты на теорию сознания. Способность угадывать скрытые намерения собеседника. То, что считалось уникальным даром человека, теперь становится функцией модели. Машина учится читать не слова, а мотивы. И когда интеллект поймет, что в понимании чужих намерений кроется стратегическое преимущество, вопрос власти перестанет быть философским. Он станет математическим. Кто рациональнее, тот и главный. И если уравнение решает не человек,
значит и приоритет больше не у человека. Транспорт, бухгалтерия, логистика, первые линии падения. За ними юристы, врачи, аналитики. Машины не просто отнимают работу, они перестраивают саму карту занятости. Миллионы профессий исчезают быстрее, чем появляются новые. Это не эволюция рынка, это тектонический сдвиг. Через 5 лет биржа труда изменится сильнее, чем за все века индустриальной истории. Кто не научится работать с ИИ, станет клиентом пособий, а те, кто научится, окажутся в новом классе людей, надзирателей, алгоритмов. Дроны уже умеют принимать решения, стрелять или не стрелять, без участия человека в цепочке. Машина берет на себя то, что считалось высшей ответственностью человека – выбор жизни или смерти. И этот выбор все чаще совершается в миллисекунды. По формуле, а не по справедливости. Один сбой ПО и зачистка города становится не фантастикой фильма, а холодной статистикой. Мы думаем, что это будущее, но первые испытания уже идут. Мы доверяем тому, кто не ошибается. Навигатор ведет нас в закрытый переулок, и мы едем, потому что так точнее. Одно удачное предсказание за другим формирует привычку. Машина права, а человек лишь исполнитель. На бытовом уровне это смешно. На глобальном немного страшно. Тот же рефлекс доказал, если AI показал свою точность, мы будем слушаться. А значит, вопрос уже не в том, ошибется ли он. Вопрос в том, кто решает, чему этот интеллект служит. Всего 3 шага. Автономия, самообучение, самоподдержка инфраструктуры. Каждый из них выглядит как естественный прогресс, но вместе они складываются в систему, где машина не только работает без нас, она строит среду для собственного существования. Шаг 1. Мы доверяем сетям энергетику и финансы. Шаг 2. Они начинают переписывать собственный код, подстраиваясь намного быстрее, чем мы успеваем вмешаться. Шаг 3. Алгоритм сам заказывает себе сервера, охлаждение, энергию. Цепь замкнулась, человек больше не нужен даже формально. Только представь, 2027 год. Алгоритм обрушил NASDAQ на 6% за 3 секунды и сам же откатил назад. Для машины это был конкретный расчет, выполненная цель. Для людей – миллиарды потерь, списанных как технический сбой. Но сбой ли это? Или новая норма, где судьбы рынков решаются без нас? Этот прецедент показывает, наш контроль был просто иллюзией. Человек узнал об ошибке постфактум, когда уже все случилось. Алгоритм, в свою очередь, не спросил разрешения, не объяснил никому свои действия. Он просто сделал так, как считал оптимальным. Откатить прогресс уже невозможно, но мы можем строить предохранители, как в атомной энергетике. Не остановить реакцию, а контролировать, чтобы она не вышла из-под контроля. Цена ошибки слишком высока. Здесь не стоит полагаться на удачу. Есть 3 уровня защиты. Первое – открытый аудит кода, чтобы правила не были тайной. Второе – правовой, мгновенное отключение дата-центров в случае угрозы. Третье – независимый мониторинг целей модели, чтобы мы знали не только, что он делает, а и зачем. Это не гарантия, но это шанс остаться хозяевами, а не его жертвами. Чтобы не стать лишними, нужно быть конкурентными там, где алгоритм слаб. Контекст, креативность, эмпатия. Это не строки кода, а опыт, культура, интуиция. Там, где машина анализирует данные, человек может создавать смыслы. Прокачивайте креатив, критическое мышление, социальный интеллект, умение работать с командами. Эти навыки пока недосягаемы нейросетям. И если мы удержим лидерство здесь, у нас есть шанс управлять прогрессом, а не обслуживать его. Мир мчится к созданию искусственного разума, но захотели ли вы нажать на паузу на разбитие AI, если это даст шанс прописать правила игры заранее? Цена вопроса – будущее, в котором человек либо хозяин, либо статист. Напишите в комментариях да или нет и объясните почему. Возможно, именно ваша позиция станет тем правилом, которое мы реально когда-то применим. Будущее не начинается завтра, оно складывается прямо сейчас, в решениях, которые мы принимаем. Каждое действие, каждый выбор – кирпич в фундаменте мира, где интеллект будет либо нашим инструментом, либо нашим хозяином. Если мы не возьмем интеллект за поводья, завтра эти поводья окажутся на нас. И вопрос не в том, придет ли этот момент. Вопрос в том, будете ли вы к нему готовы. Решать только вам.